Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ваша новая соблазнительница. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Знаете, вот хочется почему-то сразу сказать, что вы такой вот по характеру, что один против всех, один против толпы. Это может еще быть, что вы себя чувствуете вот в этом мире, да, вот как будто белая ворона, потому что слишком правильный, слишком порядочный, слишком такие вот у вас, знаете, жизненные установки слишком правильные. Вы это видите, вы это замечаете. Это может проигрываться даже тем, что у вас не так много друзей, не так много настоящих, тем более друзей, да, потому что ваши какие-то мировоззрения не сходятся, ваши мысли не сходятся. Вам тяжело даже порой доказать кому-то свою правду, потому что, вы видите, что реально мир перевернулся. Вы человек, который всегда, да, вот наступит и на свою гордость, и протянет руку помощи. Вы всегда сможете наступить даже на свое эго, да. Вот вы никогда не будете человеком, который пройдет мимо нищего, мимо там больного, мимо, я не знаю, бездомной собачки, может быть, да, я утрирую, конечно. Но, тем не менее, вы человек, который имеет очень израненное сердце и душу. Эта душа изранена, конечно же, была женщинами. Женщиной, которая, такая склонная к левачкам была. Мы не будем сильно так углубляться в нее, не об этом сегодня расклад. Но, тем не менее, знаете, вот эти все передряги, они не смогли вас сломить. Вот вы как остались такой чистый, порядочный, да? Я не говорю, что какие-то, да, косяки бывают у всех. Но, в принципе, вы очень светлый, позитивный человек. Далее, знаете, вот ваша такая ранимость и впечатлительность, она порой зашкаливает. Вот до такой степени вы можете и расчувствоваться, вы можете распереживаться через какую-то, казалось бы, мелочь даже, наверное, да. Многие женщины, наверное, думаю, через такие мелочи не переживали. Вы очень хороший отец, вы, в принципе, были хорошим мужем, да, потому что, сейчас я не вижу, чтобы у вас была рядом любимая женщина. Либо же еще может, знаете, как проиграться, даже среди вас, если и есть люди, которые, живут в паре, скажем так, да, потому что это общий расклад, понятно, смотрят разные мужчины, то, знаете, вот если вы даже живете вместе, то, скорее всего, здесь проигрывается ситуация, что рядом с вами женщина, которую, наверное, женой можно назвать с натяжкой. Потому что она либо же слишком холодна к вам, либо же как-то вот пофигистически к вам относится, что, она у меня даже не идет, не считывается по информации, как любимая женщина, как жена, да. Это может даже быть брак по расчету какому-то, да. Кто-то живет ради детей, кто-то живет ради каких-то еще корыстных мотивов, да, не хочет машины, квартиры делить. То есть, как таковой женщины вот я не вижу. Далее, смотрите, вы человек, который, в принципе, имеет довольно неплохую физическую форму. И это даже не зависит от вашего возраста, даже, там, я не знаю, у кого 50 плюс, может быть, казалось бы, уже, солидный возраст, но вы довольно такой подтянутый, вы можете даже до сих пор заниматься какими-то видами спорта, да. Вы довольно неплохо плаваете, вы любите плавать. Вообще вода – это ваша стихия. Начиная от того, что вы любите полежать в ванной, да, вы любите поплавать там в море, в речке, у кого где придется, да. То есть вода – это ваше все. Даже я бы сказала, что вы в воде, в каком-то смысле расслабляетесь, отдыхаете, да. Вот как бывает обычно, да, вот когда лето, идет мужчина и в заплыв, да, вот и плавает, можно и часами плавать, у кого позволяет выносливость. Так, далее, что же еще у вас происходит? Очень такой, да, вот вы именно душевный, ранимый человек. Смотрите, то, что вы пережили с женщиной, вы очень, так долго и тяжело переживали. Очень длительный такой
был период отходника, да, я сейчас говорю о тех, у кого уже прошел приличный такой период после разрыва. Те, кто сейчас вот со свежими такими душевными ранами, но вам не просто, вам тоже однозначно не просто, но у вас, знаете, вот то, что радует, но есть люди, которые все равно могут протянуть вам руку поддержки. Вот эти вот немногочисленные приятели, либо же родственники, они всегда вас поддержат. Другое дело, что вы особо не раскрываетесь. Вот вы все в себе, все вот знаете, в сердце, в свою душу вот собираете, вот, и особо не хочется вам делиться, как бы тяжело не было. Так, далее, давайте-ка смотреть, что же у нас будет дальше происходить, да, что за соблазнительница к нам пожалует, к вам вернее. Потому что сейчас, вот, ребят, я не вижу как таковой у вас активной, интимной жизни. Какие-то одноразовые вот эти похождения, временные какие-то романчики, мы, естественно, как всегда, мы не берем во внимание, да? Но, тем не менее, вот надежда у вас все равно есть. Как бы вам тяжело не было, да, вот какие бы не были у нас чудо-женщины, ну, в кавычках, да, вы прекрасно видите, какие сейчас многие женщины, да, кто-то с бутылкой, кто-то с волшебной палочкой дымит в руках, кто-то по жезлам скачет, да, ну то есть вы это все видите, но тем не менее надежды вы не теряете встретить настоящую любимую женщину, поэтому вы и не прыгаете в постель к первой попавшейся, хотя вы могли бы прыгнуть, вы прекрасно видите, что женщинам вы нравитесь, флирт присутствует в вашей жизни, да, но вы как-то спокойно и ровно, потому что пока у вас сердечко не ёкнет, особо вы не будете никому прыгать. Потому что, опять же, вот эта ваша чистота какая-то такая неземная, да, какие-то ваши мировоззрения, ваша вот эта порядочность, но она вас не пустит прыгать по кочкам. Да, для вас это, в принципе, и противно. Давайте смотреть, что же за соблазнительница появится в вашей жизни. Ух ты, какая женщина! Смотрите, в вашем окружении есть женщина, которая всегда добивается, чего она хочет. Но это мы сейчас не про бывшую, ребят, потому что у всех почему-то ассоциируются вот именно мечевые королевы, да, и у меня, в принципе, тоже. Часто ассоциируются как раз с бывшей, да, вот с какими-то неприятностями. Но нет, это другая женщина. К месту не привязываемся, как всегда, да, потому что у всех по-разному проиграется. Она обитает вокруг вас где-то. У кого-то на работе, у кого-то по соседству, у кого-то в компании, там еще где угодно, миллион мест может быть, да. Она по жизни, вот, знаете, живет так, как ей хочется. Да, она может неплохо выглядеть, она может иметь стройную фигуру, но настолько вот она какая-то внешне холодная, знаете, вот ну реально идет красивая такая холодная снежная королева. Вот когда на нее смотришь, ну всегда видно, что она высокого мнения о себе, она может даже разговаривать свысока. Она может как-то, знаете, вот пренебрежительно так с людьми вот вести себя. Ну, то есть я звезда, а вы все непонятно кто. Женщина может быть колкой на язык. Она такая, знаете, ну какая-то вот хладнокровная. Но я не скажу, что прям она такая бесчувственная, потому что у нее были все-таки свои душевные романы, такие травмы были. Почему она и стала такой более жесткой, более холодной? Но это совсем другая история. Мы не будем разбираться, кто ей там душу бередил. Это уже ее личное дело. Но смотрите, когда-то, да, вот был момент, когда она взглянула на вас другими глазами. Это был какой-то либо же разговор, да, это могли быть посиделки в компании, это могли быть какие-то разговоры по душам на работе, да. И это не обязательно, что один на один. Вас могло быть несколько человек, но вот какая-то такая трогательная душевная беседа о жизни, да, вот о том, о сём и ни о чем. После этого вот как-то она на вас взглянула вот как на мужчину. Если до этого вы для нее были, там, может быть, просто коллега, либо же у кого-то это проиграется просто сосед, там, просто знакомый, да, у кого как, то сейчас, вот после того, как она с вами
где-то там пересеклась, да, в компании, не в компании, ну, то есть пообщались, вы так чуть поближе, по душам, скажем так. Она взглянула другими глазами. Она увидела вас, человека, вот такого, знаете, помимо того, что у вас есть сила воли, такая какая-то надежность от вас исходит. Мужская такая надежность. Та самая пресловутая каменная стена, о которой мечтают многие женщины, да? Ну, любой хочется быть как за каменной стеной. Я не скажу, что она безумно влюбилась, там не спит ночами, люблю, не могу. Нет, этого нет. Она никогда, кстати, вам даже не покажет своей какой-то симпатии. Знаете, что может быть? Это может быть какой-то такой периодический флирт, и то легкий такой ненавязчивый флирт ее. Это может быть какой-то особый взгляд. Это может быть какая-то, ну, такая улыбка. Но бегать она ни за кем не будет. Знаете, она даже с подружками советуется. У нее немного подружек, но пара-тройка у нее есть таких. Она советуется, вот что ей делать, да? Потому что у нее, в принципе, я вам скажу, давно интима не было. И вы ей на данный момент вот интересны и как мужчина серьезный, да, и как мужчина для каких-то интимных таких плотских утех. Здесь получается два в одном. Давайте смотреть, будет ли она все-таки как-то вас покорять, да, что же произойдет дальше. Вот она, нет, она бегать не собирается, это однозначно. Она все-таки надеется, что вы ее заметите. А вы знаете, здесь может проиграться даже магия, мои дорогие. Эта дама может прибегнуть, ну, либо же сама, либо пойдет куда-то, чтобы с помощью магии как-то вот вас к себе привернуть, да, вот, ну, такие приворот, простыми словами. После этого вы, конечно же, ее заметите, но это реально сработает магия, поэтому будьте осторожны, ребят, конечно, я никого не пугаю, но может быть такая история именно вот с приворотом, и вы взглянете вот именно на нее, как уже на женщину, не как на просто соседку, на просто коллегу, там, знакомую. Здесь вы уже обратите внимание. Здесь вы начнете проявлять уже свою какую-то мужскую такую активность, да, будете ее даже завоевывать в каком-то смысле. Что же будет дальше? Причем, смотрите, вы настолько плотно на нее подсядете. Ребят, ну смотрите, магия проиграется не у всех 100%. Это может быть, потому что, опять же, это общий расклад. А то вы сейчас все испугаетесь, что все привораживают. Нет. У кого-то из вас проиграется, что через какой-то период вы, ну, реально взглянете на нее как на женщину. Это может быть, знаете, ситуация, либо же вы будете чаще пересекаться с ней, чаще как-то вот разговаривать, и вы начнете к ней тянуться, начнете сами к ней влюбляться, в нее влюбляться. Хотя вы увидите, что да, она холодная, она неприступная, но будет такой некий страх. Но смотрите, поскольку вы мужчина, ну тоже не робкого десятка, хоть вы и ранимый, и впечатлительный, все равно вы решите для себя, что а чем черт не шутит, давай попробую, да? А вот давай попробую с ней начать отношения, да? Я не скажу, что это прям роман завязать, потому что вы человек, который рассчитывает именно на отношения, не просто на шуры-муры, на романы, нет. Я вам скажу, что есть вероятность, что вы можете даже, ну, подсесть на эту женщину, можете влюбиться в нее, потому что она не такая холодная, какая кажется на первый взгляд. Это вы узнаете только, когда начнете близко с ней общаться. Вот тогда она вам расскажет и всю свою историю, да, вот прежней жизни. Она поделится чем-то таким сокровенным, что вот реально откроется другим человеком. Вы поймете, почему она такая жесткая. Вы поймете, почему она себя так ведет, да, что в душе, как человек, она совершенно другая. Причем еще может быть такая ситуация, что будете ее безумно ревновать. Вот ревность, да, вот соперничество, даже вот может быть такой момент, что где-то кто-то, там, знаете, из других мужчин, может быть, с ней будет флиртовать, вы вплоть до того, что будете с ним выяснять отношения, потому что вы тот еще ревнивец. Давайте-ка смотреть, будет ли у вас все-таки с ней интим или нет. Конечно же, ребят,
Причем это будет интим настолько огненный, настолько жаркий. Вот несмотря на то, что она внешне такая вот снежная королева, вот как любовница, она потрясающая. Это будут, знаете, такие моменты какой-то эйфории, вот эйфории именно в постели, да? Потому что вы, во-первых, подзабыли про такой уже активный кекс. Во-вторых, вы, знаете, вы даже никогда бы не подумали, что она будет такое вытворять, то, что вот будет, да? Вы почему-то для себя вот думали, ну, вернее, будете думать, да, мы о будущем говорим. Будете думать, что, может быть, она и в этом деле такая холодноватая дама. Но нет, вы знаете, она настолько раздразнит вашего Бобика, он настолько будет у вас бегать, прыгать, лаять, да, я вам скажу, он иногда будет притворяться мертвым, чтобы ему сделали искусственное дыхание. Вот в чем вся загвоздка. Я думаю, намеки вы понимаете, да? Потому что ваш Бобик очень любит, когда ему делают искусственное дыхание, да? Кто же ему не любит? Эта женщина, знаете, она не из тех, у кого болит голова. Вот эта снежная королева, она настолько оттает, вы настолько растопите ее сердце, что, знаете, пройдет какой-то период, я думаю, это будет небольшой период, и вы взглянете на нее и подумаете, елки-палки, это вообще другая женщина. Я не с такой начинал отношения. Понимаете? Это такая женщина, которая... Вот она вроде бы и соблазнительница, да, вот у нас расклад про соблазнительницу, но она даже, она это делает настолько тонко, виртуозно, что она настолько поворачивает все, что вы даже глазом не моргнете, как окажетесь у нее в постели, да, ну в очередной раз. Вы глазом не моргнете, как Бобику уже делают искусственное дыхание, и он там лает от радости и виляет хвостом. Понимаете? Поэтому это такая умелая соблазнительница, но это соблазнительница ваша, личная, да? Это та ситуация, когда, допустим, женщина выходит в коротеньком халатике из душа, да, потом раз, халатик у нее вдруг упал на пол. То есть это какие-то тонкие такие моменты, это красивая такая соблазнительница, вот именно красиво она умеет это делать. Мы сейчас говорим не про женщину, которая соблазняет там всех и каждого, а это ваша личная соблазнительница, поэтому покой вам будет только сниться. Не забываем, тренируем бобиков, и все будет шикардос. Чего я вам всем и желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!